Кринжатина. Всем привет на канале Deep Learn Me. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим про применение машинного обучения к задачам хемоинформатики, то есть к молекулярным данным, молекулам. Поговорим в основном именно про данные, про дескрипторы, которые можно закодировать молекулы, про источники данных, которые можно использовать. Поехали. Начнем с того, что же такое хемоинформатика. Это большая область, которая занимается созданием программ и вычислительных алгоритмов для решения химических задач. За последние несколько лет классические математические модели, основанные на физических законах, стремительно ворвалось в машинное обучение. В том, что касается химии, основные задачи машинного обучения связаны с молекулами. И с молекулами можно решать следующие классы задач. Во-первых, при помощи моделей машинного обучения можно создавать новые молекулы на основе уже известных старых. Во-вторых, на основе модели искусственного интеллекта можно предсказать исходы синтеза нескольких молекул. Ну и, наконец, в-третьих, очень большим пластом машинного обучения в химии являются модели, которые призваны предсказывать молекулярные свойства разных молекул. Какие данные используют в машинном обучении для решения представленных выше задач? Для генерации молекул одним из самых распространенных источников является Benchmark Moses. Он собран из другого большого датасета малых молекул, который называется цинк, и предварительно отфильтрован. Поэтому можно надеяться, что там не будет мусора, и этими данными можно пользоваться прямо from scratch. В этом датасете их 5 миллионов. Другим большим датасетом, который используется уже для предсказания химических реакций и синтеза, является USPTO датасет. Он тоже состоит из нескольких миллионов реакций. Эти данные не содержат экспериментальных данных свойств, а только текстовые представления в виде смайлов различных молекул. В принципе, их можно использовать как текстовые корпуса. Для молекулярных свойств есть много различных источников датасетов. Один из самых популярных — бенчмарк, который называется MoleculeNet. В нем представлены квантово-механические свойства. Они посчитаны при помощи DFT-алгоритма. Есть физико-химические свойства, также биофизические и физиологические. Среди последних двух есть некоторый набор датасетов, который представляет довольно большую часть. В этих датасетах представлена активность молекул по отношению к некоторым таргетам, то есть другим молекулам-мишеням. Поговорим про свойства активности подробнее. Оно очень часто используется в области открытия лекарств, Drug Discovery. Нет, это не область открытия наркотиков. Предсказание активности очень важно для области Drug Discovery, потому что сочетание малых молекул с молекулами-мишенями в организме очень влияет на результативность нового лекарства. Под активностью, сейчас я не буду давать строгого химического определения, а только определение на пальцах, одной молекулы по отношению к молекуле-таргету, понимается, что при некоторых условиях, например, температуре, pH или концентрации, эти две молекулы провзаимодействуют. Провзаимодействуют значит, например, образуют комплекс. Образовать комплекс значит, что энергия сочетания двух молекул будет меньше, чем суммарная энергия двух молекул по отдельности. Прям как ты со своим бывшим при условии C2H5OH. Значит, для решения задачи образования комплекса из двух молекул существуют классические алгоритмы без применения ML, основанные на некоторых физических законах, которые предсказывают оптимальную позу двух молекул по отношению друг к другу. Эти алгоритмы называются докингом. Оптимальная поза в данном случае — это поза двух молекул, при которых их совместная энергия минимальна. Обычно такие модели тяжеловесные, они долго считаются, при этом используют упрощенные представления о взаимодействии двух молекул для ускорения своих вычислений. Поэтому эта ниша свободна для более быстрых, и более точных моделей. Если представить задачу предсказания молекулярного свойства как построение функциональной связи между структурой молекулы и финальным свойством, то кажется, что нахождение как раз таких сложных скрытых взаимосвязей — это задача для машинного обучения. Такие методы, которые строят взаимосвязь между структурой и свойством молекулы, называются Кузар-методы. Основным вопросом в случае таких алгоритмов является то, как мы можем представить молекулу для того, чтобы скормить ее, и чтобы она переварилась, алгоритму машинного обучения. Эту задачу можно назвать задачей поиска молекулярных дескрипторов. Рассмотрим основные способы репрезентации молекул, которые сейчас чаще всего используются. Зачастую в датасетах машинного обучения молекулы представляются в виде смайлс-нотации. Это символьная строка, которая при помощи определенной грамматики кодирует типы атомов внутри молекулы,
и структуру их связи друг с другом. Общий алгоритм примерно такой. Берется молекула, оттуда удаляются циклы. Дальше при помощи алгоритма поиска в ширину атомы внутри этой молекулы нумеруются в некотором порядке. Вот в соответствии с этой нумерацией они затем записываются в Smiles нотацию. При этом знаки препинания типа скобок, знаков равно, они так или иначе фиксируют особенности структуры, например, специальные функциональные группы, кольца и так далее. Особенностью нотации Smiles является то, что нет единого общего алгоритма, который используется всеми людьми, которые создают датасеты. Это значит, что одна и та же молекула в разных источниках или даже иногда и в одном источнике может быть представлена в виде разных Smiles. Поэтому зачастую для того, чтобы стандартизировать Smiles написания, используются алгоритмы каноникализации, то есть стандартизирование записи и формы, то есть нумерации атомов внутри молекулы. И такую каноникализацию можно сделать при помощи библиотеки RDKit. Поскольку Smiles последовательность символов с определенной грамматикой внутри себя, можно воспринимать ее как текст. Это значит, что со Smiles можно работать как с текстом и применять подходы из раздела машинного обучения NLP к решению задачи предсказания молекулярных свойств. Это модели типа Word2Vec, LSTM и так далее. При помощи уже упомянутой библиотеки RDKit можно также считать молекулярные фингерпринты. Это некоторый вектор, набор чисел, который представляет собой закодированную структуру молекулы при помощи различных алгоритмов, которые не включают в себя машинное обучение. Вот, например, можно посмотреть на картинке список всех возможных дескрипторов, которые есть уже внутри библиотеки RDKit. Некоторые молекулярные фингерпринты просто кодируют присутствие некоторых подструктур, заранее заданных, в вашей молекуле. Например, McCase-дескрипторы берут из словаря 166 подструктуры и при помощи ноликов и единичек в битном векторе записывают, присутствуют они в молекуле или нет. И дескрипторы с более сложным алгоритмом подсчета, не использующие заранее заданный словарь подструктур. Например, для каждого атома внутри некоторого радиуса считается идентификатор структуры, если она уникальна. Затем эти идентификаторы хэшируются и заполняют собой фиксированной длины битный вектор. Тоже есть или нет подструктура, но здесь они не предопределены заранее. И, наконец, последним представлением, которое сейчас часто используется в предсказании молекулярных свойств, это представление молекулы в виде графа. Что значит представить молекулу в виде графа? Это значит, что каждому атому молекулы мы сопоставляем некоторый вектор свойств, например, тип атома, заряд атома, вес атома и так далее. А также мы где-то храним adjacency matrix. Это матрица связанности, которая определяет, какие атомы внутри молекулы связаны друг с другом. Более продвинутые модели также могут хранить в виде векторов свойства связи между атомами. А в самом простом случае получить дескриптор молекулы из графа значит обобщить тот алгоритм хэширования, который мы рассмотрели в предыдущих дескрипторах. В данном случае мы берем для каждого атома всех его соседей, с некоторыми весами суммируем, прибавляем к изначальному вектору атома. Так мы делаем для каждого атома в нашей молекуле, и через одну итерацию получается, что вектора атомов у нас обновились. Так мы делаем несколько раз, заставляя по факту передавать некоторые сообщения между атомами в нашей молекуле. И затем агрегируем эти атомарные вектора любым понравившимся способом и получаем молекулярный дескриптор, которыми уже можно делать все что угодно, чтобы предсказывать свойства молекул. Таким образом, выводы. Предсказание молекулярных свойств – одна из больших и важных областей хемоинформатики. В терминах машинного обучения задачу предсказания молекулярных свойств можно переформулировать в виде Кузар-метода. Предсказание взаимосвязи между структурой молекулы и ее финальным свойством. Одним из важнейших молекулярных свойств является предсказание активности молекулы по отношению к молекуле таргету. Такие задачи без машинного обучения решаются при помощи докинга. Такие задачи без машинного обучения решаются при помощи докинга. Для использования алгоритмов машинного обучения нужно представить нашу молекулу в виде наборов чисел. Такие наборы чисел называются молекулярными дескрипторами. Первая группа молекулярных дескрипторов – это текстовые дескрипторы, например, линейная нотация Smiles. Smiles – это последовательность символов, которая при помощи алгоритма обхода графа кодирует последовательность атомов внутри молекулы. Молекулярные фингерпринты – это автоматическая генерация фичей для молекул.
И, наконец, графовое представление молекулы – это представление молекулы, кодирующее свойства атомов и сохраняющее структуру молекулы в виде графа или матрицы смежности. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь в Telegram. До новых видео. Done.